Привет всем! Сегодня у нас выходные, и по традиции Черепашка готовит что-то нам вкусненькое. Сейчас мы к нему подойдем и спросим, что же сегодня вкусного приготовил нам Черепашка. Черепашка, поздоровайся и расскажи мне, пожалуйста, что вкусненькое готовишь ты сегодня. Привет! Всем привет! Сегодня у нас лосось на гриле с белым соусом, с фаршем, мидии и болгарский перец. Это очень быстро готовится. Я сейчас расскажу, покажу, попробовать не дам. Примерно надо готовить так, чтобы и соус, и рыба была одновременно готова. Я всегда перед тем, как начинать рыбу готовить на гриле, ее немножко солю, чтобы из нее выходила вода. И тогда она не ломается и хорошо держится на гриле. И можно ее переворачивать, и получается нормально вкусно. Одна у нас сковородка для соуса, другая гриль. Здесь мы будем готовить спаржу, мидии. Мидии у нас уже вареные. И болгарский перец. Я всегда с моими продуктами использую болгарский перец, потому что они хорошо сочетаются между братья, как лучшие друзья, не знаю. Всегда в масло я кидаю чуть-чуть чеснока. Я использую оливковое, можно использовать и подсолнечное, любое масло. Вот, и сразу кидаю туда чеснок, чтобы он дал аромат. Но очень важно, чтобы чеснок не пригорел, иначе будет немножко горчить. Вот так. Туда же я отправлю кусок сливочного масла. Наш белый соус будет ходить сливки, сливочное масло и белое сухое вино. Сейчас кусочек масла можно сразу отправить. Рыба готовится очень быстро. Примерно по 3,5-4 минуты на каждую сторону. И рыба готовится быстро. Также спаржу мы тоже готовим недолго, чтобы она не становилась мягкая, чтобы была в конце немножко хрустящей. Пока у нас здесь готовится этот чеснок, мы готовим наш гриль. Я использую спрей масло, вы можете использовать и кисточку. Вот так, немного. Главное, чтобы на гриле не было много масла, то рыба уже не на гриле, она получается как жареная. Вот так. Как приправу мы будем использовать чисто черный перец, базилик и сухой орегано. И соль, морскую соль. Она не засаливается в наших сосудах, составах сосудов, везде. Поэтому используйте морскую соль. И можно добыть с моря. Мне кажется, ключевое слово было, она не застаивается. А Не где, застаивается, что и когда, не я думаю, застаивается. не важно. Спаржу я выбираю самую молодую всегда. Если у вас есть выбор, выбирайте молодую и отрезайте всегда вот эти концы, которые они твердые. Нам не нужны твердые концы. Спаржа. Вот так. Чуть обжариваем. Напоминаю, что рыба готовится очень быстро, потом мы ее в конце будем ставить и жарить на гриле. Все равномерно. Спаржа очень вкусно получается, полезная. Видно, как из рыбы вышла вода. Она уже посолена. Вот. Видите, как я говорил, они уже вареные, поэтому я добавлю их только в конце. Сейчас же добавим перец. Обязательно желтый или можно какой-то другой? Не обязательно желтый, но я использую желтый в белых соусах, чтобы он не портил цвет. Так как это белый соус, лучше желтый перец использовать. Ну, можно и красный, если есть.
Зеленый тоже можно. Ну, предпочтительно желтый, чтобы он оставался этот соус желтым, белым, красивым. И да, чтобы не только было вкусно, но и красиво. Радует глаз. Спасибо. Ну, не знаю. И уже сейчас можно поперчить. Это что у нас? Это базилик, сухой базилик, сухой орегано, орегано, Главное, не аригато. орегано и соль. Так, наша сковородка уже гриль готов. Запускаем рыбу. Начинаем колы. Это у нас тоже вот так. Вот так. Сюда можешь уже отправлять. Хорошо. Запах уже отличный. Вам повезло, что камера не передает запах. Да. Можно я поставлю на большой огонь. Чтобы треск пел. Когда начнет кипеть, добавляем сливки. Чуть-чуть подперчим рыбу. Добавляем соус. Сливки. Вот так. Вот так. Я туда сейчас наваристый соус. Сколько примерно готовится соус? Примерно готовится 15 минут от начала. И примерно так же и рыба у нас. В общем, вся процедура занимает 15 минут, если у вас все уже готово, нарезано. Сейчас будем рыбу переворачивать на другую сторону. Вот так. Аккуратно, потому что она очень хрупкая. И готовим лимонный сок. Для чего? Лимонный сок каждый себе добавляет на рыбу. Он немножко конденсирует. Вот эта кислинка лимонной рыбы, она просто
неотъемлемая часть. На порцию здесь примерно 220 грамм рыбы, примерно 100 грамм спада, 100 грамм мидий и пол перца. Это на стол. Вот так. Наш соус уже кипит. Толщает отлично. Вот так это будет. Уже жарко. Сколько примерно должно кипеть все вот это уже готово? 7 минут она уже готова. Сейчас будем уже в тарелку все переносим на маленький огонь. И будем уже в тарелку. Ставим сначала рыбу. Так, сможем лапками сервировать. Самый важный момент. Это должно еще выглядеть красиво. Ставим спаржу. Это любительская кухня. Поэтому мы делаем, не знаю, возможно, не по правилам, но как мы любим. Получается вкусно, 100%. Попробуйте. Обязательно Нотка. нотка базилика, нотка свежего базилика. Это получилось вот так.